Привет всем! Сегодня мы рисуем классного персонажа, девушку-киборга Алиту из одноименного фантастического фильма «Алита. Боевой ангел». Лично я обожаю таких необычных и ярких героев и жду не дождусь вторую часть фильма. Итак, как обычно, начнем с особенностей персонажа, чтобы сделать упор на те черты, через которые он будет узнаваем. И основное, что я выделяю у нее, это глаза. Они большие и непропорциональные по сравнению с лицом обычного человека. И это создает эффект такой кукольности или искусственности. Она все же девушка-робот, но при этом глаза абсолютно живые за счет правильной человеческой анатомии. И в этом парадокс и одновременно привлекательность персонажа. Такая себе живая кукла. И второе, это ее боевая раскраска на скулах. Я не буду спойлить фильм, почему и зачем она это сделала, но это и не нужно для воссоздания персонажа, достаточно просто этих отличий. А вот дальше сложнее. Алита, в отличие от рисованных мультяшек, таких как Мулан или, например, Том и Джерри, которые являются, скажем так, плоскими, она трехмерный персонаж, то есть объемный и, следовательно, реалистичный. И, конечно, при рисовании 3D персонажей есть свои особенности. У меня в планах сделать подробные уроки, как рисовать ту или иную часть лица или тела, чтобы это выглядело натурально. Пишите в комментариях, будут ли вам интересны такие уроки. Итак, главный секрет при рисовании чего-либо, в том числе портрета, это то, что мы создаем изображение от целого к частному, то есть постепенно двигаемся от простого к сложному. Первое. Делаем основу. Как несложно догадаться, основой или каркасом при рисовании головы является овал. Но также важно помнить, что человек имеет вертикальную осевую симметрию, то есть 2 руки, 2 ноги, 2 глаза, 2 уха и так далее. Следовательно, чтобы было легче, вдоль овала посередине проводим вертикальную линию. Я часто это делаю мысленно, но можно делать набросок карандашом или кисточкой. А потом точками, черточками мы отмечаем месторасположение носа, глаз, подбородка, ушей. Также можно отметить скулы. При рисовании пропорций лица есть общие эталонные правила, которые применяются для любого портрета. Допустим, линия глаз проходит ровно посередине линии, идущей от макушки головы до подбородка. Линия носа строго посередине отрезка, расположенного между линией бровей и окончанием подбородка. И так далее для губ, бровей и ушей. Обычно художники это уже делают автоматически, но для начинающих можно отмечать даже линеечкой. Далее, при рисовании реалистичного персонажа или просто портрета надо понимать, что линия подбородка, носа, губ не будет прорисована четкой, яркой линией, как у рисованных мультяшек, а скорее будет обозначена светом и тенью. Но тут у меня есть свой секретик. Набросок я делаю сразу краской. И вот что важно, не сушу в лампе. Я наношу базовый цвет, так как базовый цвет обычно, как и здесь, более светлый, а набросок выполнен более темным цветом. По границе наброска цвет смешивается и получается первое размытие. Это уже создает первый видимый объем. И вот так плавно мы переходим к наложению цвета. Конечно, тут желательно понимать анатомию человека. Мне с этим повезло, так как имею медико-биологическое образование, что несказанно облегчило мне задачу рисования человека. Но не обязательно прямо сейчас бежать и подавать документы в медицинский вуз. Тут вам поможет внимательность и наблюдательность. Итак, правило: все анатомически выпирающие части будут светлыми, а впадины затемнены. Например, пик носа более светлый, почти с бликом. Крылья ноздрей чуть темнее, так как находятся ниже по уровню, а вот место соединения ноздрей находится чуть в углублении, и поэтому там будет пролегать полоска тени. Следующий момент. Чтобы рисунок приобрел правильную форму, объем и фактуру, также мы должны понимать, откуда исходит источник света. Здесь свет падает справа, следовательно, и правая сторона лица будет более освещенной, чем левая. Теперь важный момент. Если правая сторона в тени, это не значит, что там перестают действовать правила, что выше, то и светлее. Запомните это.
Ну и есть общие определенные правила, касающиеся наложения цвета и тени. Например, верхняя губа обычно темнее нижней, нижняя губа содержит блики. И так для каждой части лица свой свод правил. Ну вот на сегодня и все. Пишите в комментариях, было ли видео полезным, а также задавайте свои вопросы. И возможно именно по вашему вопросу я сделаю следующее видео, если он мне покажется интересным. Ну и конечно подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока-пока и увидимся!